Я не знаю, кто-то вообще проснулся в столь поздний час или нет. Сильно сомневаюсь, что здесь есть кто-то, кроме меня и модератора. В общем, в любом случае, всем привет. Как ваше ничего? Ох, 8 минут. Нет, сколько? О, Господи. О, Господи. Ну и срань там какая-то на ИА. Даже включать не хочу. Даже включать не хочу. Привет, Бролис Микола с головы, Райан Дейн. Я, кстати, без вебки буду. Если что. Алло. Если что. Опа. А еще раз. Еще раз. Ты как будто тише стал. Но я не уверен. Ну так и ты тише стал. Ну да, есть такое. Не этот, короче, я вебку не буду врубать. Не буду врубать этот свет и вот это вот все. Так, нет, не то. Оп. Вот это. Чего вы там на ИЭ собираетесь увидеть? А, вот с этим нас проконсультирует товарищ Марк. Что мы собираемся увидеть на ИЭ? Гамес. Челлендж, Еврифинг. Угу. Спорт. Спорт? Ну тогда... Оффей. Тогда я оффу, да. Не, что там? Ты говорил, что-то там. Что-то Ну, там новую должно... игру от этих челиков, которые Way Out сделали. А, точно. Ну нет, подожди, ты мне этого не говорил, я это сам прочитал. Что-то другое ты мне говорил, я точно помню. Я. Да, новый Star Wars какой-нибудь. Ты его уже продают в Моя Steam. моя любимая игра. Моя любимая вселенная. Не, что-то другое там. Не должна была этой быть? Какой-то игры Gods and Monsters или что-то такое. Ты Ubisoft. Ага. А тут что? А, про животных. Это тоже Ubisoft. Что про животных? Ну, Что там тут? типа космический корабль, какая-то обезьяна на Да, джетпаке да, это летает. тоже. Тоже Ubisoft? Да. Блять, а что тут вообще? Спорт. Нет, а что серьезные игры какие? Не знаю, чатик орёт, что Titanfall 3, который никогда не анонсирует. Новые Симсы. Ага. Да только Похоже недавно на правду. DLC вышло. Нахуя им новые Симсы делать, когда можно DLC бесконечно выпускать по цене целой игры? Контента, блять, на 20 минут разработки. FIFA, НБА. Не, что-то еще должно быть. Я не знаю, почему большой таймер завис, а маленький таймер не завис. Что это вообще за срань? Ну, я думаю, что большой таймер будут переделывать 2 года и выпустят новым патчем по этой системе лояльности.
Привет, Таншихару. Симсы не бесконечны, там DLC одни и те же, скоро кончится, что они будут делать. Только новых Симсов. Да не кончится Те там же DLC. DLC. Господи, там... Я не знаю, там на все что угодно DLC. Вейп-шоп свой открыть, DLC купи. Покататься на сноуборде DLC. DLC одни и те же, ну... Да, наверное. Хотя, казалось бы, да? Не знаю, в моей вселенной, когда игру, типа, делают новую часть, они учитывают все, что было в предыдущей. И делают ее, ну, типа, лучше. А тут как-то иначе. Destiny 2 также наебал нас. Ну, Sims не наебал, но... К Симсу уже привыкли со второй части, видимо. Господи, я сейчас зевать буду. Привет, Деус Трамп. Что происходит? Ждем? Я не знаю, там музыка играет какая-то? Нет. У нас 10 минут молчания, видимо. Господи, читаю тут некоторые конторы, которые снизу прокатываются. Название просто, блядь. Адвокаты муслимские, кто мусульманские адвокаты. Что это вообще? Что это за организация? Зачем туда донатить? Ты вот прям подначиваешь, а я сижу и такой, прям, знаешь, в обход правил никак. Молчать только. Ну, потом расскажешь. На миксере. 19 секунд. Явно не ту конференцию смотришь. Не. Да ладно вам, что вы сейчас как бахнет начнется, потом будете рассказывать про эту конференцию всем своим Я надеюсь, друзьям. они звук хотя бы починят. Так может это и не было звука никакого вовсе. Смотри, сразу сходу ничего. Так, народ, по звуку, если что, говорите громко, тихо. Hello and welcome everyone to EA Play 2020. We're happy that you're joining us today. Over the next 45 minutes or so, we've got so much for you, including creative, innovative, and really fun new games, and a lot of news to share. 55? But before we get into the show, I'd like to take just a minute here. I want to extend a heartfelt thank you to first responders, medical staff, and essential personnel. This has certainly been a challenging year. From natural disasters like the bushfires in my home country to the devastating COVID-19 pandemic, these brave heroes are working to keep us safe and healthy at every turn. I also want to thank our teams for their amazing dedication while working from home. What you've been able to achieve is nothing short of inspirational. We are also deeply thankful to all of you, our players. Even when we've had to stay physically apart, billions of you are using games to come together, to play, and do amazing things for each other. You've shown why this is truly the greatest form of entertainment on the planet. This is also a critical time for the movement to end racism and racial injustice in this world. Black lives matter, and there is much to be done to drive real and meaningful change. A couple of weeks ago, we shared some actions that Electronic Arts is taking. We will not rest on this. It's a long-term commitment. We're here for players of every color, background, religion, and personal preference. We will continue to build strong representation in our games, and we are focused on making our communities fun, inclusive, and positive places to play. We also have real work to do to bring greater diversity into our company, and we are committed to doing that work. Today we're here because of the power of games. Games bring us together. They can make our lives better, they can teach us, they can provide escape and self-expression.
And most of all, games can be fun. All of us at Electronic Arts believe in that, and it's why we're excited to get up every morning to make great experiences for all of Игры you. могут быть веселыми. So thanks for being Но не here у with нас. us. And now, let's get into some games. What's up, everybody? I'm Greg Miller, and welcome to EA Play. We had an incredible show in LA planned for you. Huge stage, massive setup, these giant monitors. I was going to fly in on an X-Wing. I was going to land the X-Wing on stage. I was going to set off a bunch of fireworks. Then what t-shirt cannon? Bam! Shooting out game consoles. Then Carol Baskin, some tigers. That last part was all me. Then, because of circumstances beyond our control, we had to come up with something a little different. Instead of LA, I'm in my hometown of San Francisco, but we still have the tigers. Да. What's that? Тоже Ubisoft? No tigers. Блять, у них вообще игры есть. All right, I'm being told there are no tigers, but whatever. We're still gonna bring you the EA Play you know and love. Huge surprises, big announcements, incredible reveals, and never before seen gameplay. Coming up over the next hour, we've got game reveals galore, world premiere trailers of new titles, some old favorites making a comeback, a look at a new way Star Wars fans can live out their greatest fantasies this year, plus a sneak peek at the future. Oh, and pay close attention because today you could win one of thousands of Steam codes for more than a dozen great EA games on Steam. Throughout the show, keep an eye out for discreetly placed golden letters. Write them down as they appear, and at the end of the show, we'll tell you where you can enter that secret code for a chance to win 3 games on Steam. So don't go anywhere. Who am I kidding? None of us can leave our houses. But enough talking. Let's see some games. Up first, we're heading to the Outlands. That's right. It's Apex Legends time. Начинайте записывать. Apex Legends. Anyone want to take me out? Неожиданно. You should smile more. Hey Apex fans, the battle just keeps getting bigger. Thanks to you, Apex Legends is coming off its most successful, most epic season yet, and we're just getting started. Season 4 saw more of you jumping into the fight than ever before, and you've kept that amazing momentum going forward, making Season 5 the biggest and best start to a season ever. Took out an enemy. Народ, по звуку как-то нормально стримит. We hope you've been enjoying Season 5, Fortune's Favor, Всем плевать вообще на звук. which has seen the introduction of our latest legend, Loba, a major map change to Kings Canyon, rest in peace Skulltown, an all-new ranked series, and a ton of quality of life updates. But it's about to get even better. Today, I'm here to tell you about what's coming next to Season 5 with our latest collection event, Lost Treasures. Take a look. Lost Treasures. Блин, казалось бы, вот играли мы в эту игру, да, залипали. А потом, что произошло? Что произошло, что она отвращение вызывает теперь? Что Я даже не помню, почему бросили. Ну, мне кажется, я дропнул из-за того, что я опять не мог в людей стрелять. Минут 10. Слушай, тебя бы ты не остановился, там был бы толпас хороший, мне кажется. Ну да, кстати, как вариант. Ну и читеры, может, заебали. Я помню, как мы бегали каждую третью катку с читерами. О, новый ножик видел? Статуэтки золотой. Надо было бинго делать. Season Pass, конечно, да. Так, причем прошло-то в том, что люди говорили, что, бля, да это первый Season Pass. Ой, типа, как он там? Не Season Pass, как он называется? Battle Pass. Типа, потом будет все пиздато, у них просто времени не было. И вот мы, год спустя, его до сих пор не сделали. Найти нормальный Battle Pass. Как времени не было. Все еще времени нет. Все еще хлам говно.
Don't worry though, you'll still be able to bring back your teammates with the help of a new item, the mobile respawn beacon. Бесплатно Battle Pass. Когда там, кстати, You'll have one of these in your inventory at the start of each match, giving you the power to choose when and more importantly, where you bring your teammates back into the battle. Lost Treasures also introduces a new town takeover, Crypto's map ring, which gives players a look at what motivates this drone-wielding hacker. And of course, the Lost Treasures collection delivers a bunch of exclusive content you can earn by completing challenges, as well as all new event-exclusive cosmetic items and the introduction of your boy Mirage's heirloom, which is fittingly a trophy of himself. Excited to see you all in the ring. Don't worry, there's plenty of memes to go around. And the best part is you don't have to wait that long. Lost Treasures drops on Tuesday, June 23rd. That's not all Apex fans. The battle is expanding. That's right. This fall we're bringing Apex Legends to Steam. And I know you're hoping, wondering, praying. So before you ask, yeah, crossplay is coming to Apex this fall. It's been one of the biggest requests we get, and we're thrilled to finally deliver it to our fans. What am I forgetting? Oh yeah, one last thing. Let's make it official. We're huge fans of Nintendo here at Respawn, and we're incredibly excited to be bringing Apex Legends to the Switch this fall. And we'll share more details in the months ahead. So that means you'll be able to squad up no matter where you and your friends prefer to play, Xbox, PlayStation, Switch, or on the PC via Origin and Steam. We're throwing out a lifeline and healing the divide between the platforms. On behalf of the entire Apex team, we want to thank our incredible community. Your passion for the game is truly inspiring. We look forward to seeing you all in the arena. And don't forget, check out Lost Treasures on June 23rd. Даже лучше, чем Fallout. Я спрашивал про Нью-Вегас? Я не такой фанат Нью-Вегас. А я вообще в него не играл. Я просто слышал звон. Sul, everyone. Нью-Вегас хорош на фоне тройки. One thing I admire about Apex Legends is its commitment to having such a diverse range of characters. At The Sims, we've always believed representation and diversity in games is critically important. Сосо, говорит, сейчас будет все делать, потому что новые DLC, которые стоят еще больше. Это нету за Sims 4. Here to tell you in their own words are a few members of our Sims community. Ремейк первой части. It's a very interesting thing to explain. It feels empowering, actually, and very moving. It really taught me a lot. The importance of just like keeping relationships good with people. It's probably like the only place where I was open. Я недавно играл в Sims 4. Скачивал себе, думал, ну типа... I found myself to be the only black child in my school. Естественно, у друга диск взял на Origin. У него там Origin был сразу, и Sims, и все DLC. Все на одном диске. Вот. И типа решил такой влиться, знаешь, там, прожить жизнь полноценную, без читов, без всего. В общем, создал персонаж, начал обучаться, начал на работу ходить, начал повышение получать. Создал еще, знаешь, ну типа молодого, самого, ну типа самого молодого, который работать может. Не ребенка, вот, ну типа. Вот. И только я, короче, начинаю зарабатывать деньги, только я начинаю, типа, ну, знаешь, получать бабло, которое можно не тратить сразу же, а что-то откладывать. Тут второй день рождения у меня происходит. Ну, типа, первый день рождения, да, пошел 1 год, типа, внутриигровой, и второй год внутриигровой проходит, и я становлюсь пенсионером. И я капитал ты накопил. Дед, я только начал, типа, ну, работать, и я такой, блядь, в смысле вы охуели, что ли? Я только играть начинаю. Только вот, ну, типа, вот прокачал персонажа, сейчас начну бабло зарабатывать, сейчас дом пиздатый куплю.
Я только начал, и я пенсионер. Я еще такой смотрю, типа, знаешь, там подружился с какими-то соседями. Смотрю, а ко мне уже какие-то пенсионеры заходят. Что за хуйня, думаю? Что они так постарели рано, тупые, что ли? Ну, еще ржал над ними, типа, лохи. Вечно молодой. И потом мой день рождения, и я пенсионер. Я просто дропнул эту игру, блядь. Я не знаю, как в нее играть, потому что... Ты настройки не заходил? Нет. Там ползунок есть, отвечающий за это. Я так и думал, если честно, но я уже не вернуть в эту игру. Потому что это должно быть, мне кажется, знаешь, типа при создании персонажа. Это полная хуйня, я не знаю. Я просто я не хотел создавать, знаешь, армию цыган каких-то. Просто хотел одним чуваком, Солянова. В итоге в задницу эту игру. Ну там есть моды очень интересные, с Патреона, так сказать. Позволяющие реализовывать разные вещи. Догадываюсь, какие. Были какие буквы, цифры, я чувствую, единственное, что интересно тут будет буквы, цифры. Пока не видел, Что Джо серийный убийца в Симсе, Sims 4 в Стиме теперь. Те 4 человека. Мечты исполнились. Да, те 4 человека будут довольны. Вот, видишь, да, построил дом, конечно, блядь. Реальность такова, что ты начнешь только сажать газон и умрешь уже в этой игре. Стать вечно молодым, на какие-то там бульоны какие-то пить, блядь, за деньги. Магические. 5 more great EA games, including Titanfall 2, A Way Out, and Dead Space 3, are all playable right this second. And when EA Access arrives on Steam this fall, you can get all those great titles and a ton more with your membership. You can also expect to see our new releases on Steam too. One of the first arrived just a short while ago with full mod support via Steamworks. The critics love it, and we know you will too. This is Command & Conquer исполнять желание. Командир конвоя. Блин, а почему, кстати, почему они не форсят свою великолепие мобильное? Ты же помнишь эту рекламу? Где она теперь, эта игра? Мертворожденная вышла. Они вообще выпустили, блядь. Это хороший вопрос, учитывая, что у нас нет телефона. Ее надо, наверное, по Bluetooth надо скачивать. Там это в Java архив перекидывать. Представляешь, реально выпустить такую игру, которую только по Bluetooth можно перекинуть. Это же классная, типа, идея распространения. Да, это же прикольная идея, типа. Разработчик просто скидывает людям, а они дальше скидывают. And we're bringing crossplay to many of your favorite games too, starting with Need for Speed Heat and continuing with some new titles being revealed later in the show. It's all about giving you the freedom to play what you want, where you want, and with who you want. It's about playing together. Absolutely. Now, let's reveal some more games. Over to you, Greg. Quick reminder to keep an eye out for those special golden letters hidden throughout the show. They could appear anywhere. And I mean anywhere. So keep your eyes open. Скажут, что они проебали со своим лаунчером и выпускают всю Steam. Про цены они ничего не собираются говорить. Мы решили поставить цены на игры по цене консолей, чтобы продавать подписку платную. Можно просто стать вампиром, магом, сделать зелье, приготовить амброзию, вырастить растение людоеда. Растение будет кушать случайных прохожих и соседей, вы с ним дуете зелье, продлевающее молодость. Жаль, что игра об этом не говорит. Моды на убийство. Там реально с такими анимациями крутыми, типа топор хватаешь, выходишь на улицу, просто рубишь случайного прохожего в мясо. Мне это не понадобилось, знаешь, что? Мне достаточно было поставить барбекюшницу во двор себе и уйти на работу. Ко мне пришли гости, соседи,
Женщина начала жарить бургеры, тупо сгорела нахуй. Саш, главный барбекюшница, блять, которую мне на работе выдали за то, что я поваром был. Просто, блять, сдохла. Она причем загорелась, горела, и чувак рядом стоял и просто смотрел, типа, как она горит. Реально минуту, наверное, реального времени. Просто мог потушить ее. При том, как она догорела. Она, короче, догорела в пепел. И он взял огнетушитель и потушил барбекюшницу. До этого состоял такой, блядь, типа, она горит. Буква П. Думаю, следующее будет L, а потом... А потом... Мы где-то... От создателей. Okay, can you swear here? Can you swear? Okay. The Oscars, you know? The Oscars! You! Что за пикали-то? No apologies there. Yeah, I know I'm cocky. I can't help it, man. Мод на проституцию, работу, наркотики, добавляют разнообразие. А подвал можно сделать? Людей заставить шить там игрушки плюшевые. Вот это да, маньяк, ловить людей, заставлять их шить кроссовки. My third movie, Zozo, it's basically about my life when I came to Sweden when I was young. Можно. I've done 5 feature movies and I've done 3 games. And it's way hard to make a game. It's almost like the audience have control of the pacing of the story, while in movies it's being paced for you. In video games, there's so much to be explored from a storytelling perspective because of the interactivity. There are some studios out there that are making games that have good stories, but they pretty much have one mechanic they like reuse all the time. The designers and the story writers are kind of like doing 2 different games. That's why I founded Hazelight, to keep pushing the boundaries of what is possible in games. That's what game number 3 from Hazelight is all about. And action. The new game, It Takes Two, is a co-op action-adventure platformer that will blow your mind away. The story starts out with a small family. Cody, May, that's the parents, and then Rose, the little daughter. So Cody and May are about to separate. Rose doesn't want them to divorce. So she creates 2 dolls out of wood and clay, and these dolls magically come alive and actually controls both Cody and May. And you could say you're almost controlling their emotions. You're almost playing their emotions. There's even levels where we're actually making a mechanic for their emotions. So again, marrying the story and the mechanics. And I think for the players, that's gonna feel very new, different, and unique. They haven't played anything like this before. It Takes Two is a crazy roller coaster ride that doesn't really have an ending. It has an ending, but that ending is that the roller coaster crashes and you fly into the sky and get up into space. And when you're in space, you're like, what the f am I doing up here? And then maybe you get back to Earth again. That's the best way to describe It Takes Two, actually. It Takes Two, опять какая-то коопная. That was the best way to describe it. All right, Joseph, we love you so much. Thank you. Keep it up over there. The Oscars. Of course, ladies and gentlemen, let's keep this originals train rolling, and let's stay in Sweden. Of course, I'm a fan of both their delicious red gummy fish and their video games. So, ladies and gentlemen, please welcome Klaus and Olaf from Zoink Games. Не похоже на правду. Thanks, Greg. Welcome to Gothenburg and, well, my home. Unfortunately, I didn't bring you any Swedish fish, but we do have some exciting news for you about our latest game. At Zoink, we've always been driven by love of rich visual storytelling and creating strange worlds that people can escape to. The weirder, the better, and I think my friend Olaf would agree. Yeah, absolutely. And for our next game, though, we wanted to try something a little darker, something out of a gothic fairy tale. What started with a mood and some paintings grew into this eerie, strange world that feels like something out of a beautiful twisted dream. That's the world of Random. Lost in Random is the story of Even, a little girl with a big heart and an even bigger temper.
не After a случайно. horrible event that changes her life, she embarks on a dangerous journey through the world of random. То есть он решил, But что это fortunately, важно. she's not alone. Just like I have Olav, Even also has a crazy little weird friend thing with her. Along her journey, Even discovers Dicey, a playful, loyal, almost puppy-like dice companion that gives her the power to really change things in the kingdom of random. Despite the name, in Even's world, randomness is feared. And a dark force controls every aspect of Пока life, что мы from where you нарисовали live только to how you арты. act or what your Игру мы favorite еще не color is. делали, но It's a coming-of-age анонсировать story решили. set against the backdrop of a mysterious арты и world, but it рассказывают holds a про modern игру. message that's really relevant to our world right now. I think we can all relate to the Вау, desire to какая try and классная игра control the могла chaos бы around быть us. когда-нибудь. With Dicey's help, though, Параллельной Even learns the вселенной. power in doing just Никогда the еще. Смотри, у них даже Embrace фигурки the готовы randomness, какие-то accept the стали. uncertainties in life, and you'll be surprised how far it Никогда takes еще you. в этой жизни. Imagine if you could change the Когда course of life разработчики with the roll of a показывали арты и dice. What would рассказывали, you как do? она будет Play it играть. safe or Никогда trust еще in не yourself? было Take a так, чтобы chance. они не спиздели. We can't wait for you to play and find out. И вышло то, что они We're still a long рассказывали. ways from launch, but we hope you will join Even and Dicey on their journey next year. Until then, please enjoy this first look at Lost in Random. Welcome to Random. Покажут все-таки геймплей. Игра рандом называется игра. Или это мир рандом? A dice that has ruled this kingdom Да нет, смотри, есть for что-то даже. generations, transforming the fates of people just like you. But what if I told you there is another dice with the power to change everything? Ой, блядь, в мире существует 12 кубиков. 3 кубика у людей, 10 кубиков у эльфов, 6 кубиков у гномов, вот это. Кубик всевластия. Который правит ими всеми. Нравится стилистика? No, Dicey. Ну, They should be прикольно scared of вроде. us, right? Мне не нравится сама идея, типа, с какой-то соплей ходить. Как это? Подожди, ты что, не собираешься проходить Really Life cool. is Strange That's 2? what get lost in random in man. Embracing randomness. I feel like I live that every day in my life. Ah! Пока что You know I was нет. gonna do that? You didn't know that. I used to be my spirit animal. The game's out next year. But for something that's blasting off a whole lot sooner, take it away, Kevin American Franklin. маги, думаешь? Они не сдохли разве? At Final Strike Games, our team of experienced industry veterans have worked on incredible multiplayer Студия franchises. разработчики. We are passionately focused on making great Имею в multiplayer виду не games. люди, а сама That's студия. why I am incredibly excited to announce that we have partnered with the talented team at EA to release our first ever title, Rocket Arena. Есть одна нарда. As you'll see, we stay loyal to the name of the game. It's a rockets-only shooter that allows players to get into the action quickly and stay in the fight. We wanted Rocket Arena to be an awesome, competitive experience to игра, play with где friends. вся I think you're движуха gonna love what происходит we've с got in store for you. ракетами, где вы Here's the стреляете all-new только trailer of ракетами. Rocket Arena. Enjoy. Вау. Идея, кстати, отличная. Я бы прям... Rockets away! Let's kick this into gear. О! The trophy will soon be mine. Надеюсь, есть толстяк-герой. Это что, ракета? Это ракета летела? Бля, у него пулемет Have you ракетный. ever wondered why life is so good on Crater? Sure, we've got the beautiful beaches, Что-то не выкупают. Beautiful beaches. quality public transportation, Или еще один Overwatch сделали? and Или exotic еще что происходит? Ракеты. Нет, another victory. какой-то, блядь, People are я не courteous знаю. and friendly, Jolly good for me. and Там скорее always не happy to Overwatch help their fellow какой-то. citizens. Are you leaving already? Как это? But the real reason Ты life тоже is вот so персонаж good? там, морозный. Нет, из Overwatch. We've got rockets. Но с ракетами. О, это жестично морозная. Снайпер с ракетами, да? Чувак, ракеты. Сейчас, это крутой концепт. Ракеты. Это что, 1 апреля, что ли? I hunger for battle.
Начинал 3-3, это какой-то типа это, блин, я не знаю. Как будто какой-то, знаешь, Smash Brothers 3D. Нет? Нет такого ощущения. Вон они даже, видишь, выпинывают за карты. Выпинывают за карты. Ну так можешь в этом, типа, ну как бы в Overwatch что же можно за карту выпинывать? Не, вот видишь, прям как в этом, Smash Brothers. Ну ты типа предполагаешь, что у них нет возрождения. Rockets are obviously awesome to blast all over the place. But in order to come out on top, there's a lot to master. Smash Brothers, как тебе на 3 раза выпнуть, чтобы победить? You'll have a range of rocket-powered abilities to blast opponents out of the arena, and an arsenal of evasive moves. Выгнать с арены, rocket jump, rocket climb, and dodge to avoid getting knocked out yourself. Don't worry though, you're never out of the action for long. Even when you're out, you'll fly right back into the frame. You'll also be able to really customize your own unique look and playstyle. Each of the 10 heroes available at launch have their own rocket-powered abilities. And as you play, you'll discover items that allow you to further refine each of your heroes' playstyles. Plus, every character has 100 levels of progression that unlock new cosmetics and rewards. All that and much more when Rocket Arena arrives on July 14th. And there's plenty more content to come in our first season, which begins just 2 weeks after launch on July 28th. And brings with it a blast pass and a ton of free content, including new maps, in-game events, and a new playable character. Rocket Arena is a game meant to be played with friends, regardless of platform. That's why we're thrilled to announce cross-play support right from the start. So grab your friends, regardless of their platform, and get ready to blast off with Rocket Arena on July 14th on PlayStation, Xbox, Origin, and Steam. And we'll be sharing more gameplay right after the show with the help of some great content creators. So check us out on YouTube at the link below. See you in the arena. Wow, that looks great. And hopefully you've all been keeping track of the golden letters hidden throughout the show and nearly cracked the code. Here's a hint. It's not Kanye. Keep an eye out for the last couple of letters, and then at the end of the show, we'll reveal where you need to go to enter the code and a chance to win some great games on Steam. Now, from the future of rocket warfare, we head to a different kind of battle. It's the real reason I didn't get any sleep last night, and if you thought you heard sleigh bells, that's because it might as well be Christmas in June. It's finally time to talk Star Wars Squadron. Okay, I promise you, we are going to get a first look at some brand new gameplay in just a moment. But first, for anyone who doesn't fully grasp why I'm so excited, earlier this week, EA and Lucasfilm dropped a trailer that literally gave me all the feels, chills, joy, excitement, and then more chills on top of that. Take a look. Ой, блядь. Полчаса прошло. Максимально вот самое унылое, блядь, что есть на Земле. Это перестрелки, блядь, на космических кораблях в Star Wars. When the perfect shot makes history. Не, ну если они там типа реализованы на этом. Ну да, они, наверное, и взяли из Battlefront просто механик. Чуть-чуть там что-нибудь подкрутили, адаптировали. На этом, на Frostbite от Battlefield, то, ну, понятное дело, что на этом и сделано. То даже довольно неплохо. Ну, в геймплейно. Ну, то есть оно будет все так плавно, приятно. Знаешь, никакой там параши, там какие-нибудь телепортации, лаги, пердит, все ломается. Ну, это Star Wars. Wow, the 8-year-old in all of us is celebrating and excited. The 37-year-old man on this couch is excited. Ladies and gentlemen, for the second year in a row, I have the honor and privilege of helping introduce a new Star Wars title. And here, to put the hype in hyperdrive is none other
than Motive's creative director, Ian Fraser. Hello, Ian. Hey, Greg. How you doing? I'm great. How are you? Doing good. Happy to actually get to show this to people. I bet. Now, in my copious notes I have on you, I'm told you are quite the Star Wars fan, have been a long time. How long have you liked Star Wars? I've been a Star Wars fan for pretty much my whole life. I don't even remember the first time I saw the movies. And as a kid, there was a lot of different parts of Star Wars I loved. One of them was being a pilot. Охуенная идея, сделаем Overwatch с I played all the ракетами. flight games in the 90s, and I got pretty obsessive about them. I'd pause, meticulously draw the insides of the cockpits and stuff. And actually, I dug up some of those drawings from my parents' attic over the holidays. We're showing them right now to the world. Strikes me as above and beyond the normal level of Star Wars fan. I think you'll find that quite a few people have that level of Star Wars fandom. We started this project, I talked to a lot of people as they joined the team, and a lot of them had similar kinds of stories of things they'd done as kids. One of them even built a functional cockpit in his garage. Wow. Мне даже почему-то кажется, что лет 15 назад даже было бы всем being a fan, drawing what you see in the game, or building a cockpit in your garage, to actually making this game. Well, I think that fandom, just love of Star Wars, has provided a really good foundation for us. But on top of that, of course, the team at Motive got a lot of experience working with Star Wars when they worked on Battlefront 2. And when Battlefront 2 wrapped up, there was a really small group of us that were really into particularly the pilot experience within Star Wars. And we wanted to make something new, something that really went all in on that part of the thing. And so we did kind of a grassroots initiative, or started a little passion project, and that ramped up into eventually what is the game we're going to show you today. You talk about, your passion for this, your nostalgia for Star Wars flight games of the past. How do you honor that but make something brand new? It's been interesting. We're trying to kind of pull from that spiritual heritage of many different games in that time period. At the same time, we want to do something that feels fresh and new for fans today. And so what we've tried to look at is sort of the spiritual core of what I think are the best of the Star Wars flight games in the past. And what they did that I love is that they made that part of the universe real. The level of depth and detail that they show in the ships, the way that you control them, is something that I remember fondly from my childhood, and it's something that we're trying to do very much in Squadron. In real life, being a pilot is hard. It takes skill, and that's something that you'll see throughout the game. As you start off playing, it's pretty straightforward, fly around, shoot your lasers. But as you get deeper into it, you start learning how to divert energy from your lasers to your engines, how to shift your shields from the front to the back to cover your butt in a dogfight. Or at the higher levels of skill, you can do really crazy stuff. Like you can boost your engines, fly ahead, cut them off, whip around 180 and shoot a missile off your own tail while drifting backwards. Like real ace pilot stuff. And that's really where we have a lot of fun with the game. I want to do that. I want to learn how to do that. I understand the nuts and bolts of how to play it. Is there a single-player story? Is there a multiplayer mode? What are we getting into? It's actually some of both. So the game starts with a brand new single-player story, takes place a little bit after Return of the Jedi, and it has kind of a unique dual perspective approach to it. So when the game starts, you're going to create two pilots. You create a New Republic pilot and an Imperial pilot, and you're going to alternate between their perspectives mission to mission over the course of the story. You're going to meet a diverse cast of characters along the way, and also a few familiar faces. Now, when you're done with that story, and you've played maybe a bit in the practice range, you say, hey, I want to try multiplayer. We want to make it really easy for you to hop online with your friends and play competitive space battles at that point. And so we've done a lot to try to reduce the barriers, to make it as easy as possible for you to play with your friends. And so I'm happy to say we fully support cross-play. You could be on PS4, Xbox One, PC. You could be playing on a traditional display or in VR, which, fun fact, the entire game supports VR from beginning to end. It's pretty cool. But regardless of how you're playing, which platform, they can all play together. Just hook up with your friend, connect, have an awesome space battle. You just Death Starred my mind, man. That's awesome. That is, the big question, when can people actually play it? Not too long, actually. Star Wars Squadrons is coming out on October 2nd. Okay. Okay, not too long at all. I was worried about you. I thought you were going to leave me on a teaser there. You didn't. You actually delivered. I appreciate that. The next big ask I have, on behalf of everybody watching, I'm sure, who came here for one specific reason, can we see some new gameplay of it? Can we see any gameplay of it? Absolutely. I kind of figured you might want to. On behalf of everyone at Motive and the team at Lucasfilm, I am very happy to show you the world's first look at gameplay of Star Wars Squadrons. Enjoy. Ну вот сейчас и увидим, узнаем, как она. Где старые добрые гонки на песчаной планете? The second Death Star is gone.
But the Imperial fleet is still a threat. Вселенной Star Wars. Vanguard Squadron. Let's make history. This is it, Titan Squadron. Everything we've done has led to this. Finish those Vanguard. Ну чё, пацаны? Империя или Республика? Earn your wings in a single-player story spanning 2 factions. All stations, fire on that ship! And master multiplayer battles as a squadron of 5, with the option to play the entire game in VR. This is the definitive Star Wars pilot experience. Ну, выглядит как параш. You'll begin your career in a single-player story. Сейчас все будет Welcome to Titan Squadron. Where you'll play as 2 combat pilots, до релиза flying еще for both the уйма Empire времени. and the New Republic. 2 часа You'll назад посмотрел experience эпизод this 7. world through your cockpit. The instrumentation in front of you provides Хорошо, critical что мне это feedback about power ни о чем не management, говорит. targeting, and shields. With a squadron of diverse characters at your side, prove your skills on На фоне Elite Dangerous это, конечно, смотрится потешно. Hello, Vanguard. Welcome to the Nadiri dockyards. One of my spies has linked the attacks with the New Republic Starhawk project. The story of the 2 pilots you play. Блять, геймплей-то показали уже или The что? balance of power in the galaxy. Конечно, кабину показали. Вот. Ебать, как будто вот эти наклейки из Лего 95-го года. Чувак, больше всего похоже на No Man's Sky. Что с кабиной-то? Это типа вот такая кабина и должна быть космического корабля. Ну, конкретно у этих кораблей, да. Их на самом деле там очень много во вселенной. За некронов. Такие некроны. Из Вархаммера. Люди добавили Дарта Вейдера. If you've got a preferred component and need something customized, I'll take care of it. Unlock everything you need to customize your pilot and starfighters simply by playing the game. Star Wars Fallen Order — единственная игра, более-менее, Звездных воинов, над которой мы угорали, где-то мы ворот. Последний. You can dramatically change your loadout depending on your squadron's strategy. Которая Dark Souls. This will be critical in Star Wars Squadron's multiplayer modes. First up, dogfights. This is an all-out 5v5 battle. Fine-tune your loadouts to work as a team. Moving in on the enemy. Utilize components like tractor beams, по космосу, а где-то там собаки дерутся, чья собака победила, как и видео. or set up your squad mates for the kill. Я просто не понимаю, как они собираются это реализовывать. Ну, то есть они же не собираются какую-то систему инерционного движения вводить. Они же просто собираются, типа, как бы ты просто по плоскостям летаешь. Ну, как в Battlefront. Не как в Элитке, когда ты можешь включить, типа, автопилот, у тебя корабль по инерции полетит просто бесконечно. И ты можешь крутиться, там, вращаться вокруг своей оси в разные стороны в этот момент. Двигателями там любой угол брать. Здесь же просто... рассказывал так. Здесь же просто плоскости. Такой прямой вот. Летишь, так оп, выше полетел, оп, ниже, чуть-чуть там тягу там спаял. Завихрение в космосе, так это же технология. Завихрение. Target and destroy the subsystems of your opponent's massive flagship and take it down. Shields are disabled. At each phase, your squadron either pushes Если the line сделать игру в forward космосе or по всем falls back канонам into the космоса, vent. это будет думать самая унылая игра на планете Земля. How to play. Это точно. Пусть уж взрывы лучше будут, чем... Типа, смотри, они вообще ничего не делают. Они 3 кнопки нажимают, как бы такие пиу-пиу-пиу. То есть они не показывают никакие виртуозы там. А это что? Смотри. Что это? Ну, покрутился он немного по кругу и чё.
Система модульности крейсеров дерьмо. Вот в стратегии Empire at War, вот там, да, вот там были модули. А это ну что, какие-то 3 шара, блядь, торчат из корабля. Стреляйте по ним. Короче, халтура. Чисто баблица срубить очередная. На кораблях дурачка. летаешь, да? Тупо вся игра про корабли космические. Да. Бля, как с Ламару звонил. Пиздец, я не звонил никому, меня взломали. Ко мне в компьютер в мужик залез. Какого хуя? У меня Adidas пропал. Я чувствовал себя молнией. Мячик одной формы, мячик другой формы. Нужно донести мяч. Я был неприкасаемый. Моя скорость не знала границ. Я был самым резким. Мячик. Та-та-та-та-та. Мяч. History carves your name. You know what it sounds like? 60,000 people singing your song. Ой, очень интересно. I can't live without that feeling. Timmy Bones. Все они ожидают того, как ты донесешь мяч. Все эти люди. О, или так, что ты просыпался с утра и не мог поднять свой мяч. Да, вставал каждое утро и поднимал свой мяч. Однажды я спросил тренера, в чем твой мяч? И он сказал мне: мой мяч в тебе. Следующий уровень саппорта. Here to tell us about the future of gaming is EA's Chief Studio Officer, Laura Miele. Thanks, Greg. Ой, я ноги сломал, не получится. Ну, сорян, следующий богатый, наверное. And that's just the beginning. As you've seen throughout the show today, our Это electronic вот она artists are Мэдден working hard делает. to bring you more of the games that you want to play. Не знаю. Games like Star Wars Игра, Squadrons, по-моему, игра Apex пошла. Legends, and Command and Conquer. These games all exist because of you. Your voices are heard, and we are acting Эти on your игры feedback. существуют, я клянусь, Now, we've опять. talked a lot about all the exciting games we'll be playing Заказывайте, this это year. не шутки. But our studios are working even further out, creating new experiences, new stories, new gameplay, all enabled by new console technology. And we're so excited about what's to come, we don't want to wait until next June to share what the teams are working on. Подожди. Generation shifts are an opportunity to push beyond the boundaries of gaming as we know it today. And this time is no different. Our studios are taking their crazy ambitious ideas and making them real. Criterion is known for how their games feel. From superior physics to nuanced details of gameplay, this team hand curates the moment-to-moment experience. And with the new consoles this year, there will be a seamless immersion which will get you into the race in a matter of seconds. BioWare imagines and creates worlds where you become the hero of your own story. And we're using this next generation of technology to make those fantasy worlds your reality. For every console generation, DICE sets the bar for excellence in audio and visual presentation. We are creating epic battles at a scale and fidelity unlike anything you've experienced before. At Motive, we are working on a highly ambitious and innovative new game that puts the power and creativity in your hands. And it's an experience that would have been impossible without next-gen technology. This is just the beginning of the things we are working on, and there is so much more to come. The future of EA Studios is not just about new technology. It's about you,
your voices, your ideas. We want to be where you come to play. We want to make games for everyone. So please keep giving us your feedback and let's build the future together. On behalf of all of our studios, thank you for joining us today. But before we sign off, there's just one more game we would love to share. Cousin Darren, over to you. Thank you. So the moment is here. We finally get to say, we're back. We're doing it. Skate's happening. We're rolling. We've secretly got together. It's the beginning. The skate evolution continues. We've been waiting years, honestly, to make the right game at the right time with the right idea, and really, really pleased to say that we're here. It is really early, but it takes a little while to find Cuz or wake him up. Dude, harsh. Still, we've got a long way to go, but we're stoked, and this is just the beginning. And seriously, we really can't wait to bring you guys in and have you be a part of it with us. We want to thank you for your passion, your patience, and all the support that you've shown, us to get to this point. The comments. It's amazing. We cannot believe you commented this into existence. Amazing. Skate changed my life. Thank you so much. Skate forever. Все спамили Skate 4. Guys, we did it. We brought back Skate. Thank you to EA. Thank you to Cuz. Thank you to Darren. Thank you to you. Thank you to me. I can't believe I'm so happy in my heart rate. Is this what exercise feels like? Ladies and gentlemen, I can't believe it. Before we go, because I love you guys, here are the last letters of the secret code. If you think you've got the complete code, go to player.gg/EA and enter for a chance to win one of thousands of free games sponsored by player.gg. You can find the official rules and everything else over at player.gg/EA. Now, this has been an amazing experience, an amazing opportunity for all of us all over the world to come together and celebrate gaming. Thank you for being part of EA Play. Until next time, I'll see you online. It's been my pleasure to serve you. Вроде же. Выберите игру, которую хотите получить. Что там за игры есть на выбор? Все Battlefield, Way Out, Dead Space, Mass Effect Andromeda, Need for Speed. Titanfall 2. Есть новый мир из Edge. Что же я хочу? Mass Effect Andromeda или Dragon Age Inquisition? Или Battlefield 5? Можно отказаться от этого. Это обязательно участвовать в этом? Через 15 часов заканчивается. Последняя игра? Какая последняя игра, Галвера? Чувак, тут все готи издания, делюкс издания. Я бы хотя бы на первую игру посмотрел. Какой там Надо брать. Какой там сайт? Скинешь ссылку? Надо брать. Я напишу там цифры. Какие цифры ты напишешь? Что происходит? Буквы. Код секретный. Да. 74. Так, народ. Подсек. Хопа. Мы испытываем технические трудности. Я не удивлен. Тёк сказал, перед тем, как мы покажем последнюю игру, передаем слово коллегам. Уже закончилось, не? Так это разве не была последняя игра? Ну, то, что они сказали, что они типа над скейтом работают. Да, это, наверное, и был скейт. Разве не в этом смысл? Да тебе что, еще геймплей, что ли, показать, блядь? Сходи, предзакажи сначала. Все, короче, сайт умер. Ну, я еще тут. Dead Space, Battlefield, Inquisition. Ну-ка, и что ты выберешь? Что ты выберешь? Я вообще, на самом деле, ничего не хочу отсюда. Need for Speed какой-то есть?
Чувак, я бы не рекомендовал. Уж лучше возьми какой-нибудь Dragon Age или Mass Effect. Ну, когда сайт лагает через 15 часов и акция закончится. Что, типа, прям можно сразу брать или что? Нет, ты нажмешь и тебе напишут, что мы испытываем технические проблемы. Угу. Там же шанс выиграть только. Типа, да. Типа 2 человекам дадут, и все. Ну так ты же избранный. По коду. Все для тебя. Да, по коду. В общем, дикая срань, говна, народ. Я полностью разочарован. И считаю время потраченное максимально зря. Да ладно. В смысле? Говнина какая-то. Не, ну тут я все-таки, да, согласен. Типа там даже Рональда не показали с Фифой. О чем речь, блин? Там, погоди, там уже, блядь, свастику рисуют в чате. Хорошо, что я закрыл. Охуенно. Просто свастика, блядь. Я не знаю, за такое могут же забанить просто перманентно. Конечно. Типа, челики долбоёбы. Тебя вообще уже записывают. Просто за то, что ты ее увидел. Ага. Тебе даже показывать ее не надо. Не, ну челики странно, конечно, спамят, блядь. Наверное, насрать на аккаунты. Что-то ждал от EA. Пошли, Fallout 76. Я ожидал от EA то, что они покажут конференцию Ubisoft, судя по всему. Да, это точно. А это есть? Нет. А то нет. И это зачем? Зато смотри, ты сюда приходил с такими, типа, ну, с таким довольным лицом, типа, сейчас мне покажут там все игры Ubisoft. И когда ты придешь на Ubisoft, ты будешь, блядь, опять спорт, типа, опять Рональдо будут показывать, а там бах-бах, релиз за релизом, там пираты, там Beyond Good and Evil. Играбельные игры. То есть ты просто, ну, перепутал их, и теперь ты будешь недоволен, как бы, и все. И все. Я уже все выгреб, кроме чегось. Ничего не понял. Что тебе там надо? Куда? А? Ничего не понял. Кроме золота. Понятно. Золото. Ничего, Battle Pass выйдет. Вот там да. Вот там да. Ты что, про Fallout, что ли? Конечно. Опа. Вы в очереди. Ты смотри, они специально сделали... Крепкие парни уже выехали. Эти самые таблички всякие, что у нас технические проблемы. Так, ваше место в очереди 17 тысяч. Нормально, я подожду. Копии игры 2. Если все предыдущие люди откажутся, вы получите. О, какое у тебя место? 16 831. 12 488. Нормально. Написано, можно даже уйти с этой. Если двойку убрать, кстати, получится интересное число у меня. Которое тоже нельзя показывать и которое напрямую связано с чатом. Games. В общем, да, надо заканчивать на этом. Не знаю, что я ждал, но, блядь, хоть что-то. По факту, хоть что-то. Так классно все было. Вообще, смотри, быстро начали, быстро закончили. Ноль инфы. Star Wars вообще сказали. Нихуя, блядь, Star Wars. Да, насрать на него. Где? Новую игру выял. Ну ладно, да. Окей, это да, согласен. Но геймплея не было, непонятно, как в ней играть. Там вообще ни хера не было. Про кубик игра какая-то.
Точняк, чувак. Игра про кубик. Точно. Бля, когда это закончится? Это все? Сколько? Что, остался Ubisoft? И что еще? Киберпанк, Ubisoft, Microsoft, Devolver сказали, что в июле. Microsoft. Вот Microsoft интересно будет. Что за очередь? Devolver? На пиздюливание. В общем, да, надо заканчивать. Поздно уже. Людям мешаем спать. Ладно, давай тогда потом, я не знаю. Нет. Давай обсудим быстро. Нечего обсуждать. Параши. Конец обсуждения. Да. Ладно. Давай, короче, спасибо за пати, да. Давай, удачи. Спасибо, народ, что приходили на стрим. Сорян. Я, к сожалению, не отвечал за презентацию ИА, так что не мог никак на нее повлиять. Да, вышло вот так вот. Давайте, народ, приятно выспаться. Всем там спокойной ночи или доброе утро, у кого что. Давайте до завтра. Завтра попытаемся купить этот вовремя Last of Us 2 и не проебаться с игрой. И надеюсь, завтра застримим игру. Давайте. Сладких снов. Пока-пока.